Очень сложно подсчитать, сколько волонтеров по всему миру сейчас помогают украинцам. Ведь это люди не только на пропускных пунктах и в пунктах приема беженцев, которых в одной только Польше было открыто 37. А сколько еще собирают и доставляют гуманитарку, оказывают медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают жильем и транспортом. Совершенно очевидно, что речь идет о десятках тысяч людей. Сколько среди них белорусов? Тоже вопрос без ответа. Яшчэ зусім нядаўна, калі была неверагодная колькасць людзей, якія ратаваліся ад вайны, валанцёры спалі ў спальных мяшках там жа, у пунктах прыёму бежанцаў. Знаходзіліся яны там не проста днямі, а тыднямі. Дабіраліся да мяжы і назад абсалютна рознымі спосабамі, у тым ліку і аўтастопам. Тады ў іх не было ні часу, ні сіл даваць інтэрв'ю. Але зараз, калі няма ўжо такога потока бежанцаў і некаторыя украінцы нават вяртаюцца дадому, мы паехалі з беларускімі валанцёрамі на польска-украінскую мяжу і пагутарылі з імі обо всем. Так уж вышло, что в составе группы белорусских волонтеров один оказался молдаванином, второй украинцем, но, поверьте, их многое связывает с нашей страной. И последнее, но важное. Если мы не пишем имен и фамилии или у кого-то в этом выпуске скрыто лицо, значит, это сделано ради безопасности наших героев. Поехали! Извиняйте, радио так ловит. По национальности я чистокровный молдаванин и горжусь этим. А с Беларусью тебя что связано? А это моя вторая родина. Я всю жизнь жил в Беларуси. Мне говорили, ты ж вообще молдаванин, нахрена тебе это надо? Я говорю, потому что вам никому ничего не надо. Они думали, что я хожу на протесты ради денег. Мы не были готовы к такому силовому подавлению. Так же, как и сейчас, Украина не была готова к такой войне. Люди сидели до последнего, никто не хотел уезжать. Те же украинцы, они говорили, что да вот сейчас тут неделя-две, наши папы, дедушки и мужья, их быстренько победят, и мы вернемся. Но я их немножко разочаровываю, говорю, что быстро не будет. И вот когда вместе, поверьте, вместе легче переживать беду. Сейчас поедем в первую очередь, разгрузим нашу гуманитарку и медикаменты, свяжем людей, которые поедут на Львов и на Киев. Потом посмотрим, какая обстановка у нас по пунктам, где больше нужны люди. Туда отвезем волонтеров, которые сегодня будут там работать. Ну а мы уже будем курсировать между разными пунктами. Обычно мы одеваем вот такие жилетки. На них написано «Волонтер Вильнюс». Почему решили написать, я говорю по-русски? Потому что наши люди в оранжевых жилетах, люди на весь золото, на всех пунктах пропуска. А ты мову ведаешь беларускую? Ведаю, але мова не вельмі прыгаждаецца. Да, я из Беларуси, из Минска. Я уже третий раз езжу. Просто узнал, что нужен водитель. Просто у меня есть возможность поехать, значит, я еду. Первый раз я поехал почти там с самого начала войны, то есть в понедельник выехал. И пробыл я на границе неделю. Нас, белорусов, там было 3 человека. И очень важно было, что мы можем разговаривать по-русски, потому что они приезжают, в голове каша, потому что несколько дней не спали. И при этом начинать говорить по-польски очень тяжело. А поляки пытаются говорить, где-то использовать украинские слова, но им тоже тяжело. Очень много людей с границы приезжали, они приезжали автобусами. Я только собираюсь вот пойти спать, приезжает автобус, я завожу всех внутрь, выхожу, и приезжает следующий автобус. И вот где-то часа в 2 ночи приезжает женщина, она говорит, все, я больше не могу, говорит, нам вас положить здесь негде, а они с детьми, то есть, надо вот куда-то их пристроить, говорит, тут буквально 30 минут еще доехать, и будет место, где есть где переночевать. Меня дернули, сказали, вот ты еще в состоянии, давай садись за руль. 3 дня не спавшая, это, конечно, вот она как только сразу села на заднее сиденье, она сразу заснула. Размаўляў з сваімі аднагрупніцамі, які збіраліся ехаць сюды аўтастопам. Я кажу, добра, паехалі. Першы раз было жахліва.
такі антураж цемры, я не ведаю, пастаянна тут паліць у гэтых сметніцах вогнішчы. Там першы раз не было дзе яблуку упасть у пачатку сакавіка. Мы таксама разгублены, мы не зусім ведаем, што рабіць, няма персаналу, каб нас паказаць, навучыць. Потым, скажем так, мы ўвайшлі ў рытм, вось мы уже там авалодалі нейкай інфармацыі, таму што тут найбольш не хапае інфармацыі, што людзям рабіць, яны самі разгубленыя, яны толькі прыязджаюць і не разумеюць, куды і што. З цягам часу тут людзей стала менш, але сюды зараз едуць найбольш немабільнае насельніцтва Украіны, якое ні разу не выязджала з Украіны, напэўна, там не ведае мову, не мае ніякіх сваякоў, калег тут у Польшы ці далей, і я не ведаю, мы просто з імі пачынаем шукаць сайты, просто пісаць розным замежнікам, не абыякам, які гатовы даць якое жытло. Я українцям так і пояснюю, що ви відкриваєте цей сайт, там вискакує інтерактивна мапа, там буде багато крапок, ви натискаєте на якусь крапку, там вивалюється вся інформація, всі умови, строк, кількість осіб. І, власне, люди щось себе підбирають і далі їдуть по їх накерунку. Люди плачуть, і ти так само десь не мог стриматися. Було. Бабульки, у яких нічого немає, ніде, нікого. Ці буває у когось вот так вот, він сидить на реєстрації, а його раптом прийшла смс-ка, що там син помер. Приехал один мужчина, значит, и там так получилось, что вот он прям из зоны боевых действий, он вывозил своих детей и говорит: вот смотри, что я снял с окна. Мы когда приехали, первое, что со мной произошло, наверное, минут через 10 я просто, я постоял, вышел на улицу и заплакал. Я видел людей, которые, я не знаю, у них глаз не было. От того, что просто вокруг были красные шрамы, а не глаза. Они выплаканные все были. Когда ты сидишь в Вильнюсе, ты чувствуешь, вот сейчас у кого-то что-то плохо происходит. Я ничего не делаю. Я сижу в телефоне, мне нормально, мне тепло, я только что поела. И тебе сразу становится стыдно перед людьми. Ты не знаешь этих людей, но тебе стыдно перед ними. Я тут 3-й день. В воскресенье, наверное, поедем обратно. Там у меня еще пары очные, надо поприсутствовать. Но вернуться хочется. Ален, у тебя же 2 детей. То есть это-то ладно, это же, по крайней мере, они знают, что прогуливают пары. Но ты оставляешь дома детей и приезжаешь сюда на неделю, это же не на день. На целую неделю я, наверное, не ездила, все-таки поменьше. Я езжу домой, там как-то все тоже подготавливаю, чтобы они неделю спокойно были. Борщ, да, уборка. Стирка тоже. Напевно, раз за день ми чуємо фразу «мені потрібно в Білорусь». Немногие, но такие бывают. И в основном это те, у кого есть там родственники, уже готовы их принять. Вот вчера вроде бы была женщина, она выбирала между Россией и Норвегией, опираясь на то, что в России там кто-то есть, кто-то примет. Ми стараємося перевіряти, більше розпитувати заміжнику, коли не приїжджають. Тобто, наприклад, ми чули випадки, коли забрали жінку в Данію, там люди перший час увогуле жили у якісь там амаль у пунях. Тобто там десь стояла близько ферма і їх дом, і там смердело страшно, і люди, привітання таке, і куди ми приїхали. Но им почему-то вот всем туда, да, тем, кто не едет к кому-то конкретно, там, ни к друзьям, никуда, они почему-то все думают, что они вот либо в Варшаве точно найдут себе место, либо в Берлине вот точно найдут. То есть сидит семья, им негде жить, стоит человек, который готов забрать их, в Италию или во Францию. Они боятся ехать, они просто, не представляют, что это такое. Они, может, за пределы своей области никогда не выезжали. И мы в микрофон объявляем, такие: Франция, Авалон, с размещением. Уже вот прямо вот так вот, просто не идут. Я испытываю, які у вас є конференції, просто там по психосоматиці, куди ви хочете поїхати?
Вельми часто фразу чую, що я хочу десь тут в Польщі, де тут близько, в цьому воєводстві, там десь біля Варшави, щоб поїхати знову в Україну. І я кажу, що ну так їдьте там, я не веду, коли навіть ви за 1000 кілометрів поїдете, ви там зареєструєтесь, вас ніхто там не тримає. Війна скончиться, просто ви зрозумієте, що вам потрібно повернутися, ви повернетесь. Не то, что это близко, я потом вернусь, а само ощущение того, что здесь можно кого-то встретить из Украины. Мы поэтому в Вильнюсе, мне кажется, а не в Да. Франции, да? У нас было время, чтобы ехать, ну, у кого-то меньше, у кого-то больше, но наши дома не бомбили. То есть мы могли как-то еще планировать. А тут люди все, они уже здесь, они уже без дома, они уже без ничего. И вот, едьте, вот Норвегия, прекрасно. Ну, поселите меня где-нибудь здесь. Потом вся Польша сейчас переполнена. В западной, может быть, что-то еще есть почти, чем где-нибудь. Все. И предстоит еще другой коллапс. Сейчас вот как бы жилищный коллапс, он уже случился, его как-то разрулили, как-то людей расселили. Сейчас будет коллапс с рабочими местами. Если они трудоустроят как-то эти 2 миллиона, зарплаты соответственно, я думаю, все справятся, никто как бы голым боссом не останется. Вот. Но недовольные будут, их будет тем больше, чем будет меньше инфоповодов украинских. То есть со временем, когда как с Белоруссией, то есть у нас в 2020-м было во всех газетах вот это вот все, и разговоров таких, соответственно, было поменьше. Таких людей реже можно было встретить в баре. Вы сюда, белорусы, приехали, отняли у нас рабочие места. Из-за вас теперь повысилась цена на жилье, на арендное. Я вынуждена там снимать, не помню, она сказала, там 500 с чем-то евро я снимаю квартиру, я работаю там на 2 работах. Я говорю, подожди, я не приехал у тебя сидеть на шее. Я приехал тоже сюда работать. Вы уезжаете дальше за длинным рублем на запад. А мы приходим на ваше место и занимаем вашу нишу. Какие претензии к нам? Я говорю, ты же тоже из деревни какой-то, она приехала, там, из какого-то провинциального городка. Ты же тоже не просто так в Вильнюс приехала, ты тоже пришла работать. Говорю, а чё ж тебе там не сиделось? Но как бы девушка была очень агрессивна, что мы тут понаехали. То же самое будет с Украиной. Они сейчас, очень многие показали себя с разной стороны уже. То есть я на связи со многими семьями, которые взяли куда-то вот у меня украинцев, я просто чекаю, там, все хорошо, нехорошо у них там. Вот мне один из Германии пишет, что очень некрасиво себя повели, что-то обчистили ему холодильник, куда-то переехали, не попрощавшись, что-то вот такое. Как бы, преступления не совершили, так мелко напакостили, немножечко вот на душе у него было неприятно после их поведения. Негативные истории будут часто всплывать, люди их будут пересказывать. И то есть потихонечку вот это вот обожание вот всех украинских беженцев, оно сойдет на нет. То есть будут относиться к людям уже как к людям. Представляешь, я 2-й раз за 2 дня жарю по 2 сковородки картошки. Я вырос и рос с русским языком. Но я всегда знал, что хлеб с вот таким гребешком, он называется, есть хлеб серый за 16 копеек, а есть поляныця 22 копейки. Родился и вырос я в городе Мариуполь. Я прожил в городе 30 лет. А потом переехал в Беларусь, женился. У меня семья, и я прожил там 8 лет. Первая мысль была сесть на поезд и поехать. Надо поехать, надо добраться до границы, там поездами добраться до Мариуполя и попытаться вывести маму. Но мы созванивались. До 2 марта у нас была связь. После 2 марта связи не стало. Почему-то не было такой уверенности, что это станет какой-то Сталинград. И потом ты вот живешь в неведении 2 недели.
У тебя есть бесконечный скролл какой-то ленты, чтобы в поиске ты ищешь группы, чтобы хоть знать какую-то информацию. А после этого, ты, в общем, можешь просто сойти с ума. И чтобы не сойти с ума, я понял, что мне надо бежать. Мне надо бежать куда-то, что-то делать. Хорошо здесь сидеть, скроллить ленту и выискивать правду. А мне друг выехал, лучший друг. И он мне рассказывает вот ситуацию, что говорит, я сидел. Мы там в подвал спускались, не спускались, еще что-то. И в какой-то момент я понял, что все, пора бежать. Я просто посадил жену и ребенка в машину, и мы поехали. И когда я доехал к выезду из города, я увидел колонну. Я примерно понял, что, возможно, есть какая-то эвакуация, и их не эвакуировали, они обратно сели на машину, уехали, а потом опять сели на машину на следующий день с утра пораньше, потому что тогда была большая очередь, и они явно не успевали выехать. И они опять стали в эту очередь и выехали. Вот так обстоит эвакуация. Никто ничего не знает. Мне всегда было интересно о том, что Минск был разрушен во время Второй мировой войны на 50%. И после отстройки города, чем славится Минск? Тем, что у него большие, широкие дороги. Севастополь был разрушен на 80%. Я не знаю, какие последствия сейчас в Мариуполе. Это тяжело. Есть чат мариупольский. И вот квартира моей мамы, она находится в первом доме. И через 2 дома моя квартира. Я увидел квартиру выше, которая была обуглена. Я увидел квартиру ниже, которая была обуглена. И я увидел квартиру сбоку, которая была обуглена. А с этой стороны там уже подъезд, и там обрезалась фотография. Чудо не может быть, что одна квартира уцелела. Сгорела. Там люди больше теряют. У меня тетю, мамину куму. Все, их нет с мужем. Тетя Люда болтушка такая. Я ей подвожу, говорю, тетя Люда, это мой сын Марат. Мы ездили к маме, я говорю, это мой сын Марат. И хватает, целует, как родного. Это была, наша последняя встреча. А потом дочка написала, что их нет. В этом моменте времени люди, которые совершают подобные, любые действия, они уверены, что они совершают их правильно. Поэтому, возвращаясь к теме про белорусов, виноваты ли белорусы, виноваты ли украинцы, виноваты ли россияне? Люди, каждый делает свой выбор. Но для меня не может быть виноватых, территориями. Я сам ніколи їм не кажу, коли тільки мене спитують. Тобто, звичайно, вони такі кажуть, ой, дякую вам, полякам, за те, що ви робите, за все, там, за гуманітарну допомогу, за все. Я кажу, а я не поляк. Кажуть, точно, ви ж так добре по-нашому балакаєте, а ви з якого міста України? Я кажу, я також не українець, так з настороженням. А хто ви? Я кажу, я білорус. Так подумають. Добре, все одно дякую. Не то, що не хапає цього часу для хейта, а там, мені здається, люди все одно вдячні. Вони кажуть, так, ми розуміємо вашу ситуацію, ви нам допомагаєте, там є який батальйон Каліновського, ми все це знаємо. Мы перегружали адресные посылки. Некоторые из посылок пойдут напрямую в отряд Калиновского. И также адресные посылки с медикаментами для наших ребят во Львове и в Киеве. Раньше было легче передавать, потому что была нейтральная территория в приграничных пунктах, и можно было заехать в нейтральную территорию и там передать людям, которые с Украины. Сейчас, чтобы передать, нужно заезжать на территорию Украины, а там могут пустить, могут не пустить, а если пустят, потом могут долго не выпускать. И поэтому практически 2 суток мы пытались найти, кому передать, но в итоге приехали на наш точный пункт, от которого все уедет. Лекарства,
средства дезинфекции. Это закуплено за деньги обычных людей, фондов? По-разному. Как бы и фонды, и обычные люди. Ну, часто обычные люди. Зоны контроля средней скорости. Среди белорусов, как говорится, найдется тоже паршивая овца, которая может испоганить, отношение ко всем остальным. И это отношение будет предвзято ко всем, не к нему одному. Я всегда говорю, что надо судить по людям, не по нации. Потому что люди во всем виноваты. Не нация. Мне нет разницы, кому помогать. Даже вот сейчас. Белорусы, которые сейчас бежали с Украины, им еще вдвойне тяжелее. Первый раз они убежали из Беларуси в Украину, от режима, а сейчас они убежали и второй раз от войны. Мы первым делом там пытались забирать белорусов, а потом никто не стал делить. Люди они и люди. Я думаю, что с огульным потоком беженцев уже белорусские курды, сирийцы, я не веду, иракцы, які вот ходили по наших лесах, які стояли амаль на мяжы улетку, и они перебрались до Украины, и они находятся тут. Ты имеешь в виду про тех людей, которые не бегут от войны, а бегут в Европу? Так. Был у нас тоже золотоискатель, у него было не сирийское гражданство, а Азербайджан. Он там в Украине проживал тоже, сожительствовал с какой-то украинкой. И когда началась война, он ее, получается, там оставил, сам рванул в Европку, получается. Сейчас я тут закреплюсь, потом ее перетащу. Человек всю жизнь в поиске какого-то лучшего места для себя. Но единицы, правда, единицы. В основном все беженцы это женщины, дети. Мы знали, что на северных пунктах, на которые мы ездили, людей нет. Поэтому вчера мы ездили на южные пункты, на Краковец и на Медыки. Там, в принципе, все то же самое, что и на северных пунктах. Весь поток людей прошел. Сейчас приходит максимум 10-20 человек. Иногда среди недели появляется где-то 70, вот говорили. Но на выходных на всех пунктах до 20 человек. То есть людей практически нет. У меня сусед, наприклад, з Забайкалля, там дзяўчыну з Сахаліна, прыязджаюць у ігру за ліберальную адукацыю. Я хочу сказать, что яны все роўна псевдолібералы. Яны пражылі усе гэтыя до 18-20 гадоў у таких, кажу, расійскіх наратывах, што патрэбна абавязкова, кажу, лязганне на Чырвонай плошчы, гэта абавязковы парад на 9 траўня, кажу, абавязкова, што каму-то патрэбна даказваць. А як это вы не говорите по-русски, вот эти постсовковые звычки, то бок, да, у них здесь в голове это заложено, на жаль. Тоже всю свою жизнь прожил при режиме и при Лукашенко? Я научился думать, и большинство белорусов так само научились думать. Я, может быть, скажу такую вещь, за которую меня могут очень многие осудить. 9 мая для меня не перестал быть праздником. Я работал при Совете ветеранов. У меня есть интервью с предпоследним живым человеком, оставшимся после Ковпаковского рейда. Сидор Ковпак, партизаны, которые вышли из Житомира, дошли до Беларуси, набрали еще людей и прятались в Карпатах. Я видел, как живут эти люди. Они знают, что такое война. Я поздравляю их с 9 мая, но для меня это большой день скорби. Еще тогда стал. Ведь люди просто убивали друг друга. Почему? Беда учит всех все равно. Здесь, в Литве, в общих чатах иногда бывает, люди ругаются, кто больше змагар, кто чего сделал. Мне это очень не нравится. Время объединяться, а не разъединяться. Беда объединяет. Так же, как сейчас объединила Украину и весь мир. Я, когда приезжаю на границу, я вижу номера автомобилей со всей Европы абсолютно. Что сделал Путин, это объединил весь мир. Эбби, в Вильнюс поедешь? А Эбби из какого города? Из Харькова. Из Харькова. Здорово. Дай морду. Ой, ты моя сладкая. А ты едешь домой. А нам потребен ваш лайк, подписка и комментарий для просовывания. Обдымашки
Обдимашки. Обдимашки. Традиційні наші обдимашки. Давай.